Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Приветствую всех из Иерусалима. Когда мы работали над сюжетом о библейском зоопарке, возникла новая интересная идея. Сегодня мы едем собирать для вас коллекцию иерусалимских львов. Первый и самый главный лев Иерусалима – это лев на гербе города. Где его только не увидишь. На зданиях, на скамейках и даже на люках канализации. Герб израильской столицы выбирали посредством конкурса в 1949 году. И через год он был утвержден. Основной элемент – это стоящий на задних лапах лев. Благословляя своего сына Иуду, праотец Иаков называет его молодым львом за смелый и решительный характер. Потомками Иуды стали цари Давид и Соломон. Молодой лев – символ колена Иуды. Геральдический лев стоит на фоне стены. В сопроводительных бумагах создатели герба утверждали, что это стены старого города. Но если присмотреться внимательнее, мы заметим, что в нижней части стены камни большие, а в верхней маленькие. Именно так выглядит стена плача, которая в те годы была под контролем Иордании, и доступа евреям туда не было. Над львом буквально буквами еврейского алфавита написано название города Иерушалаим. Но еще один элемент – это ветви оливы, символ мира и священное библейское растение. Дорога к скульптурной композиции львов, расположившейся в вечном покое и мечтах о мире, проходит через парк, тропинками и видами которого вы можете полюбоваться прямо сейчас. Этот замечательный фонтан, который вы видите за мной, подарок премьер-министра Германии Гельмута Коля городу Иерусалиму. Появился фонтан в Иерусалиме в 1989 году. Его автор – скульптор и архитектор Гернот Рампф. Он даже приехал в Иерусалим, чтобы найти наиболее подходящее место для своей работы. В этот фонтан-памятник заложен глубокий символический смысл. Центральная часть памятника – это древо жизни. Вы видите его с тремя закругленными ветвями из 3 ярусов. Число 3 символизирует 3 мировые религии. Комбинация деревьев, воды и животных напоминает о райском саде. А 4 выделенные стороны круглого постамента символизируют 4 реки, вытекавшие из него. Основные фигуры фонтана – это львы. Вы их хорошо видите сейчас. Символизирующие льва Иудеи. Скульптор подолгу наблюдал за львами в библейском зоопарке Иерусалима. Посмотрите, какие реалистичные фигуры львов. Голуби, мыши и львы одновременно подразумевают гармоничное сосуществование и стремление к миру. А отношения льва и мыши также символизируют мир в нашем регионе, которого так нам не хватает.
Посмотрите, какого льва исполинских размеров мы встретили в одном из парков Иерусалима напротив старого города. Я полагаю, что в природе, наверное, нет такого рода экземпляров. А этот огненно-рыжий лев, стоящий на задних лапах, в гербе еврейской семьи из Англии, Мозеса Монтефиори, известного еврейского общественного деятеля XIX века, филантропа, который активно помогал еврейской общине в Палестине в XIX веке. В лапе у льва синий флаг, на котором на иврите написано слово «Иерушалаим», что означает «Иерусалим». Девиз герба на флаге гласит «Думай и благодари». Это скульптура царя зверей, работа Руслана Сергеева. Он репатриировался в Израиль из Беларуси. На улицах Иерусалима прижилось несколько его львов. Этот красавец, который вы видите позади меня, один из них. Кстати, первоначальный вариант имени Руслан звучал как Арслан, что в переводе, как бы вы думали, что означает? Лев. У евреев тоже есть львиные имена. Арье, Лави, Кфир, Лейб и другие. У нашего сына тоже львиное имя. Его зовут Леон. А есть еще и львиные фамилии. Например, Гурарье, детеныш льва, Лейбович. Еврейские мудрецы учат, что необходимо быть сильными, как лев, когда речь идет о соблюдении заповедей Библии. А это еще один лев скульптора того же Руслана Сергеева. Стоит как страж напротив старого города Иерусалима. Дома на одной из центральных улиц Иерусалима хранят в своей памяти имена своих бывших хозяев. Два таких дома на улице Яффа интересуют нас сегодня. Мы с вами стоим на современной улице Яффа, самой большой и протяженной улице современного Иерусалима. И она в 19 веке еще не существовала, не было этой улицы, а проходил тракт из города Яффа к старому городу Иерусалима. Тогда бедуинские шайки разбойничали на дорогах. И турецкие власти построили специальные форты и гарнизоны для охраны и убежищ караванов. После, когда надобность в охране отпала, власти справились с грабителями на дорогах. Большую часть башен разобрали. Этой башне повезло превратиться в жилой дом, который вы видите за мной. Построил для себя этот дом британский консул Ноэль Темплер Мур. Он прожил в Иерусалиме 27 лет. И его замучила теснота и духота улиц старого города Иерусалима. И когда появилась возможность, он построил для себя вот в этом месте загородный дом. Тогда это считалось загородом, потому что центр основной жизни концентрировался в старом городе и вокруг него. Здесь разбили фруктовый сад, а у ворот поставили две львиные статуи, которые вы сейчас видите.
Много хозяев сменилось с тех пор, и сейчас здесь размещен современный полицейский участок города Иерусалима, и наши стражи закона охраняются сами вот этими стражами природы. А этот лев у дома Машиаха Борухова. Этот человек занимал почетное место в общине бухарских евреев. В конце 19 века, во время эпидемии холеры в Иерусалиме, десятки детей остались сиротами. Их родственники просто не могли справиться с таким количеством осиротевших детей. Остро стал вопрос о благоустройстве этих детей. Совет евреев-сефардов, то есть восточных евреев, обратился к двум богатым семьям за помощью – семьям Боруховых и Исахаровых. И они с радостью согласились оказать помощь. Сейчас имя Машиаха Борухова увековечено в этом доме, где он жил, и еще в одном доме, построенном для сирот, на его пожертвования. И сейчас в доме Машиаха Борухова располагается отделение банка «Дисконт Меркантиль». Обратите внимание на это здание позади меня. Оно расположено между улицей Яффы и улицей Царицы Елены. В 1932 году, вскоре после столетия со дня своего основания, итальянская компания Assicure Azioni Generali приняла решение о постройке нового офисного здания для своего филиала в Иерусалиме. Оно строилось с 1934 по 1935 годы под руководством главного архитектора фашистской Италии Марчелло Пьянетти. Это образец фашистской архитектуры в Иерусалиме. В сегодняшней теме это здание мы рассматривать не станем, поскольку оно нас не интересует. Но здесь есть еще один известный иерусалимский лев прямо на его крыше, опирающийся одной лапой на открытую книгу. На книге латинские слова «Миром тебе, Маре Евангелиста», «Меос», «Мир вам и Марку, моему Евангелисту». Как вы уже поняли, это не лев Иудея, а это лев святого апостола Евангелиста Марка. И еще небесного покровителя Венеции. Римские цифры, которые вы видите, обозначают 1831 год, год основания итальянской страховой компании Assicure Azioni Generali. И лев святого Марка стал ее символом с 1848 года. Прекрасно прогуляться вдоль вот этих замечательных бугенвиллей и загадочных и замечательных улочек. Так выглядит улица Эфиопия, и почувствовать особую атмосферу Иерусалима. На протяжении почти 2000 летий лев был также символом императора Эфиопии, ведших свою родословную от дома Давида. Лев Иудеи – воплощение одного из этих титулов. До сих пор украшает он фасад Эфиопской церкви Хабаши, центра Иерусалима на улице Эфиопии. И по сути дела архитектором выступил Конрад Шик, замечательный архитектор-самоучка, который, будучи архитектором самого Иерусалима XIX века, спроектировал конкретно эту эфиопскую церковь Хабаши, которую вы видите.
Интересно здание бывшего эфиопского консульства на улице Пророков. На нем тоже мы видим изображение льва. Здание было завершено в 1928 году и предназначалось для приема делегации так и не состоявшегося паломничества в Святую Землю эфиопской императрицы Заудиту. На нем сохранилась большая мозаика с надписью на языке геэс «Победил лев из колена Иуды». Ниже, по центру здания, мозаикой изображены царская корона и надпись «Заудиту, дочь Менелика, царица царей Эфиопии» и дата окончания строительства 1920 год, то есть 1928 год по григорианскому календарю. Второй этаж здания с широкими арочными окнами, а верхний с открытыми галереями и мозаиками в треугольных фронтонах. Сегодня это просто жилое здание для малоимущих эфиопских семей. В 2002 году в Иерусалиме появились 78 весело разукрашенных скульптур львов, натуральную величину. Вы уже поняли, иудейский лев является историческим символом Иерусалима. Именно поэтому его избрали героем львиного парада. Так называлась выставка под открытым небом Иерусалима. Эти львы радуют живостью, цветом и даже юмором. Часть оставшихся скульптур установлены на оживленных улицах, площадях. Вот здесь на остановке трамвая отдыхает 4 цветных льва. Ну что ж, коллекция иерусалимских львов собрана. Наше путешествие подошло к концу. И находясь под впечатлением от собранного материала для этого фильма, мы с моей супругой Ларисой придумали новую песню «Львы Иерусалима» и в скором времени представим ее вашему вниманию. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоновым». Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Будьте здоровы и до новых встреч!